Декабрьская экстренная помощь. Краткая инструкция для каждого. Всем привет, вы находитесь на канале Переселенец, и сегодня я вам расскажу, как же в декабре получить помощь от государства. После фиксации цен на энергию в декабре выплачивается немедленная помощь потребителям газа и централизованного теплоснабжения. Для многих арендаторов компенсация поступит только с отчетом о дополнительных расходах. Декабрьская экстренная помощь. Как это работает? Потребители газа и централизованного теплоснабжения не должны платить отчисления в декабре. Федеральное правительство несет расходы. Но как это работает? Должны ли потребители что-то делать, чтобы воспользоваться экстренной помощью? Кому оказывается декабрьская экстренная помощь? Мера в первую очередь предназначена для помощи частным домохозяйствам, малым и средним предприятиям с готовым потреблением до 1,5 миллиона киловатт в час. Тем не менее, социальные, научно-исследовательские и образовательные учреждения также имеют на нее право. Что нужно сделать потребителям, чтобы получить экстренную помощь? Льгота на газ и тепло автоматически должна предоставляться потребителю. По данным Ассоциации муниципальных предприятий, поставщики рассчитывают льготу в соответствии с требованиями законодательства и передают ее своим клиентам. Например, если потребители предоставляли своему поставщику газа разрешение на прямой дебет, им больше ничего делать не нужно. Какие правила действуют для арендаторов? Для арендаторов помощь приходит только со следующим счетом за коммунальные услуги. К арендаторам, чей авансный платеж на дополнительные расходы уже был увеличен за последние 9 месяцев, и к арендаторам, которые впервые за последние 9 месяцев подписали договор аренды с повышенными дополнительными расходами, применяются другие правила. Вы можете удержать часть аванса оплаты дополнительных расходов в декабре и получить ее часть, учитываемую в качестве кредита, в счете за коммунальные услуги за 2022 год. Все ли улажено с приятием декабрьской скидки? Нет, потому что размер суммы льготы для потребителей газа в конечном итоге определяется консультационным центром для потребителей на втором этапе через годовой счет. Льгота соответствует цене на энергию, действующей в декабре, умноженную на 12-ю часть годового потребления, которое поставщик предполагал в сентябре 2022 года. Кроме того, будет отменена 1/12 часть базовой годовой цены. А как быть с потребителями тепла? Не должно быть уточнения выставления счетов из-за другой структуры контрактов в случае с природным газом. Здесь должна оставаться единая ставка. Как поставщики энергии получают свои деньги? За необходимыми средствами поставщики обращались еще в ноябре. Кредитная корпорация на реконструкцию несет ответственность за оплату. Ожидается, что выплаты начнутся сегодня с 1 декабря 2022 года. Платежами занимаются около 60 сотрудников. Заявления могут подать около 1500 поставщиков природного газа и тепла. В целом экстренная помощь стоит бюджету миллиардную сумму, оплачиваемую из Фонда экономической стабилизации. Какое отношение экстренная помощь имеет к запланированному снижению цен на газ и тепло? Она предназначена для преодоления периода до введения тормоза цен на газ. Ценовой тормоз на газ должен применяться с марта. Ретроспективно также для января и февраля. Ограничение цен будет применяться к значительной части предыдущего потребления. Это должно дать стимул экономить энергию для оставшегося потребления. Аналогично планируется для электричества. Вот такая вот была сегодня статья, возможно она кому-то из вас поможет. Обязательно пишите свое мнение в комментарии, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк этому ролику и всем пока.